Для слоеного теста понадобится мука, соль, сливочное масло и вода. В муке я делаю воронку, солю и наливаю немного воды. Воду добавляю совсем по чуть-чуть и все время перемешиваю. До тех пор, пока не станет тяжело перемешивать уже лопаткой. Продолжаю замес руками на столе и формирую вот такой шарик. Делаю надрезы крест-накрест, не доходя до дна где-то на 3-4 сантиметра. Заворачиваю в пленку и отправляю в холодильник на час. На кондитерскую бумагу выкладываю масло посередине, накрываю одним концом бумаги, оставляя 1,5-2 сантиметра. Масло должно быть охлажденным. Разбиваю, раскатываю его, формируя прямоугольник размером 15 на 18 сантиметров и толщиной в 1 сантиметр. Масло тоже отправляю в холодильник. Тесто у меня простояло почти час в холодильнике. Присыпаю тесто мукой и стол и растягиваю надрезы, углы надрезов. Получившиеся лепестки раскатываю толщиной 5 мм. Если тесто пристает к скалке или к столу, можно присыпать немного мукой. Среднюю часть я не трогаю. Чуть позже я объясню почему. Поворачиваю тесто на 90 градусов и растягиваю оставшиеся 2 лепестка. Серединку я все время оставляю. Вы видите, она такая достаточно высокая. Тут даже больше, чем 3 сантиметра. Немного растягиваю лепестки. И сейчас приступаю к раскатыванию серединки. Толщина середины у нас должна быть примерно 2 сантиметра. Укладываем охлажденное масло и закрываем лепестками. Лепестки я растягиваю по размеру масла и обязательно убираю лишнюю муку с лепестков. Получилось масло в серединке, а сверху и снизу по 2 сантиметра теста. Присыпаю стол и тесто мукой. Аккуратно прижимая, но не сильно. От середины к краям раскатываю полосу теста. Поворачиваю тесто на 90 градусов и складываю его втрое, прижимая слегка один край скалкой. Затем делаю второе складывание, раскатываю тесто и обратите внимание, где должны быть сгибы. Они должны быть по левую и по правую сторону. Итак, у меня получилось 2 складывания, и я делаю таких 2 углубления, чтобы потом не перепутать, и ложу тесто в холодильник. Повторяю процесс складывания. Каждый раз я складываю по 2 раза и на тесте делаю углубления. Достаточно 3 раз, то есть 6 складываний.
Вот какое красивое тесто у меня получилось. Я его делю на 4 части. 2 части заматываю в пленку и ложу в холодильник, даже в морозильник. И могу хранить его до 3 месяцев. А 2 части раскатываю на кондитерской бумаге, уже готовые как бы к применению. И ложу их просто в холодильник. Слоеное тесто получается просто прекрасным. Если вы хотя бы раз попробуете, вы поймете действительно разницу между магазинным и домашним, приготовленным дома. Пробуйте, не бойтесь. Не боги горшки обжигают, как говорила моя мама.